Мы продолжаем наш рассказ о той работе, которая под руководством генерального конструктора Анатолия Юницкого ведется специалистами закрытого акционерного общества «Струнные технологии» в рамках проекта по строительству струнного транспорта в инновационном научно-исследовательском технологическом парке Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мой собеседник, начальник управления подвижного состава Андрей Дмитриевич Зайцев, который расскажет нам о том, как готовится подвижной состав для работы в тропических условиях. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич. Добрый день, Михаил. Ну, собственно говоря, уже приступили мы к рассказу. Что это за нами? Куда этот транспорт пойдет? Расскажите вкратце. Мы стоим на фоне Юникара тропического. Это следующая модель подвижного состава, следующая в историческом плане. И первая модель, которая будет отправлена на Ближний Восток, конкретно в Арабские Эмираты. Скажите, пожалуйста, это вы переделаете уже Юникар, который нам хорошо знаком, или это абсолютно новое транспортное средство? Ну, честно говоря, у них общее, пожалуй, это только название. Потому что, во-первых, всегда, когда мы адаптируем какую-то технику в другие климатические условия эксплуатации, это большая работа. То есть обычно машина, даже если там серийный образец какой-то техники, если она переводится для работы в другое климоисполнение, ну, у нее процент изменения, там, процентов 30, а то и 40 может составлять, да, по конструкции, либо по технологии изготовления. Если взять нашу машину, то у нас получилось гораздо больше. Ну, мы, конечно, совместили, во-первых, не только адаптацию под климатическое исполнение тропическое, мы совместили эту работу с определенными улучшениями в конструкции. Поэтому для нас это, можно сказать, абсолютно новая машина. Мы использовали где-то частично узлы, те же серийные машины, там, двигателя, ну, даже двигателя получили там улучшенные характеристики немножко для работы при температурах свыше 50 градусов. Скажите, а сколько времени занимает проектирование нового транспортного средства, и если сравнить, допустим, с автомобильной промышленностью? Ну, а как вы думаете, Михаил? Ну, наверное, это месяцы как минимум, а то и годы. Ну, годы, знаете, если бы мы проектировали годы, то... Ну, я имел в виду вместо автомобильную нас проектировали бы другие люди, промышленность. Вот. Но если сравнить с классической автомобильной промышленностью, то я считаю и думаю, что все с этим согласятся, мы идем темпами, ну, минимум раза в 2 быстрее. Да? То есть если говорить, что новый образец стандартной машины, ну как стандартной, да, типовой какой-то техники, типового, пусть автомобиля, например, его разработка там, до стадии опытного образца занимает месяцев 9. Потом появляется опытный образец, потом испытания, сертификации. В общем, года через 2 модель, в принципе, готова к предсерийному какому-то запуску в производство. То у нас, можете загибать пальцы, то есть, когда было озвучено решение по Эмиратам, тот факт, что мы идем в Эмираты на Экофесте 2018 года, это 1 число августа, вот с тех пор, по сути, мы взялись за разработку этой машины. Но мы же не с нуля ее делаем, не с чистого листа, это же на основе уже существующего Юникара, база, конечно, есть. То есть у нас, во-первых, есть уже опыт, да, то есть накопленный. Во-вторых, можно сказать, что мы сделали новую модель, но в том же классе, да, то есть здесь определенные решения, они уже отработаны и они повторяемые. Но если мы делаем новую машину, мы должны ее сконструировать заново от первого винтика до последнего, потому что весь этот конструктор должен сложиться в одно целое.
И возвращаясь к срокам, то есть с момента начала проектирования у нас прошло август, сентябрь, октябрь, ноябрь, 4 месяца. Декабрь уже началось изготовление. Сейчас вот середина января мы почти стоим возле почти собранной машины, которая до конца января уже будет собрана и отправится на испытание. 6 месяцев. Да? 6 месяцев машина уже будет бегать на испытание. А скажите, насколько сложна эта машина, чтобы понять, опять же, если сравнить с тем же автомобилем? Как тут сказать, автомобиль, часто проскакивает фраза обычный автомобиль, стандартный автомобиль, классический электромобили. Это конструкция, которая, в принципе, уже имеет четкую структуру у себя. Мотор, кузов, колеса, амортизатор. Да? А здесь техника, не побоюсь этого слова, абсолютно новая. То есть она уже поэтому сложна, потому что у нее нету, скажем так, предыдущей стадии развития. Да? Вот мы с нуля ее разрабатываем, и причем разрабатываем уже сразу на стадию продукта. Поэтому, если сравнить в разах, не буду, наверное, то скажу, что я там нечестно взвешиваю, но это гораздо сложнее. Гораздо сложнее, к тому же еще у нас есть типовую технику. Автоматизированная система управления, машинное зрение. Я действительно спасибо, я учел только механическую часть, да, а есть еще система управления, которая тоже включена в эти этапы разработки, в этот срок. Да, впечатляют ваши достижения. В общем, вскоре мы, я надеюсь, сможем показать, как все это движется в тропических условиях. Не только в Белоруссии, что мы уже много раз видели, но и в Эмиратах. Конечно, но более того, учитывая, что у нас первый опытный полигон здесь в Беларуси, дополнительная какая-то, не сложность, но нюанс, мы тропическую машину должны были предварительно испытать у нас в условиях зимы, белорусской. И мы это выполним. Скажите, а какие следующие машины последуют за Юникаром в тропическом исполнении для того региона? Для того региона у нас заложено в программе разработки около 8 машин. Говорю около, потому что мы же работаем настолько динамично, что даже по ходу реализации проекта, крупного, да, разделяю на части, какая-то часть потом может быть заменена, улучшена, изменена. Поэтому пока это около 8 машин. И это все направления от пассажирских перевозок, причем начиная с Юникара, это малой пассажирной вместимости, до юнибусов большой пассажирной вместимости, то есть там составы будут около 200-300 человек, состав сочлененный. Да? Также это грузовые направления, это как юниконты, уже озвученные ранее, то есть машина для перевозки грузовых контейнеров морских в навесном и подвесном исполнении. Также это грузовые машины юнитраки, но в отличие от нашего маленького на 2,5 тонны, это будут машины на общую массу около 25 тонн. Высокоскоростная машина. Надо смотреть с графики, их там столько много, что я не все могу вот так назвать сейчас. Спасибо большое. Извините, что оторвал вас от работы. Возвращайтесь к своей основной деятельности. Благодарю вас за интервью. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и даже в холодную зиму у вас дома будут тропики. Строй Skyway! Спасай планету!